Всем привет! Сейчас на экране вы видите один и тот же объект, который был сгенерирован 4 способами. Попробуйте угадать, где какой. Одна картинка сгенерирована, так сказать, вслепую, простым запросом, типа «сделай мне наушники». Следующее – это я попросил ChatGPT сделать мне промпт на основе того, что я ему предоставил. Потом есть структурный запрос, где я просто по-человечески собрал кадр, опираясь на логику того, как модель работает. И последнее – это уже более профессиональный подход, который включает в себя опыт всех предыдущих генераций, плюс референсы. Вот результаты. Я думаю, тут и так все было очевидно. Если нет, то сейчас как раз будет лекция, которая вам всем жизненно необходима. Вообще, это лекция о том, как избавиться от криворукости в написании запросов и начать получать на выходе ожидаемый результат. Есть мнение, что нейросеть вообще она от природы тупая, что у нее алгоритмы кривые какие-то, или какая-то версия не та, или вы написали красиво премиально, а получается кусок пластиковой дряни. Ну или как люди поступают. Напишут какую-нибудь фигню, смотрят результат и говорят: это бесполезно, модель меня не понимает, руками вообще проще сделать. А когда спрашиваешь, а ты что вообще написал-то? Что вообще запрашивал? Люди говорят: да вот, мне нейросети не помогают, что я даже уже не пытаюсь. Ну, понятно. А дело-то в том, что в большинстве своем люди просто не знают, что они хотят, а потом обижаются на компьютер. Я провел анализ среди своих знакомых, пообщался, поспрашивал, как они делают запросы, что у них получается, что не получается при работе с нейросетями. И как выяснилось, что многие думают, что нейросеть – это не то, что помощник, а они представляют себе такой же ум, как они сами. И когда модель начинает тупить, делает что-то не так, как ожидается, то все. Нейросети говно, лучше сделать самостоятельно, по старинке, так сказать, вручную. И поэтому сейчас мы будем учиться управлять моделью, как это нужно делать правильно. То есть в этом уроке работа будет исключительно с изображениями. И давайте, пожалуй, начнем со слепого запроса. Создадим новый workflow. Сразу небольшой дисклеймер. Дальше я буду работать в Config Cloud, и интерфейс здесь может показаться немного сложным. Но пугаться не стоит, потому что отдельно мы его разберем в следующем уроке. А сейчас важно другое. Повторить шаги можно вообще в любом сервисе для генерации изображений, потому что принцип везде он один и тот же. Давайте откроем Google Translator и напишем: профессиональная, студийная фотосессия беспроводных накладных наушников. Все, больше ничего нам не надо. Вставляем, ставим какой-нибудь сид, чтобы его потом запомнить, если что, и погнали. Вот сейчас, пока картинка проявляется, уже видно, что модель сама решает за нас, как ей рисовать. То есть она не знает никаких деталей, кроме того, что это студийная фотосессия и что это беспроводные наушники. Какой цвет, какое освещение, какая форма, вообще не ясно. Поэтому она делает все так, как сама это видит. Вообще, такой промпт, как и результат, в большинстве случаев для работы вообще не подходит, потому что нет никаких конкретных деталей, и модель всегда все будет додумывать сама. С другой стороны, если нужно что-то просто попробовать, сделать что-то прикольное по-быстрому, там кота сгенерировать, когда нет никаких четких критериев, то это довольно неплохо помогает. Но контроля тут ноль. Вообще есть режим чуть цивилизованнее. Он все еще подходит для тех, кто сам двух слов связать не может, но уже понимает, что слепой запрос – это не очень для его целей. И что тут нужно сделать? Просто берем, заходим в ChatGPT или в любую другую модель и просто просишь написать запрос для генерации картинки и говоришь, что представляешь, или там, что тебе нужно. Я сразу продемонстрирую. Значит, пишем: напиши хороший промпт для генерации изображения беспроводных накладных наушников. Они должны быть красивые, как Apple, из пластика, металла, фото студийное. Окей.
Ну, то есть это то же самое можно написать и в чат GPT. Так, вот он мне предлагает сразу какой-то запрос. Давайте пробежимся. Студийная фотография, Premium Wireless over Ear Headphones, Sleek Design, Inspired by Apple. Ну, вообще все супер. Все, беру Hyperrealistic, Commercial Product Shot. Ну, вообще сейчас будет просто топ. 4.2, 4.2, 4.2. Поставили seed и погнали. Кстати, вот seed это что вообще такое? Вообще это типа как стартовая случайность, из которой модель начинает собирать картинку. Ну, чтобы было проще понять, представьте себе, что у вас есть какой-то кусок глины, из которого вы начинаете что-то лепить. То есть вот это вот есть заготовка. И если мы меняем слова на одной и той же заготовке, то у нас будет как бы результат этой заготовки. Но если мы поменяем саму заготовку, поменяем seed, то результат, естественно, уже будет другой. И сравнивать, допустим, одни и те же слова на разных заготовках уже будет как бы не совсем правильно. Вот. И потому что будет уже совсем другой результат. Так, ну тут он мне тупо наушники Apple-овские нарисовал. Давайте попробуем какой-то другой seed. Как раз проверим, насколько будет другой результат вообще. Ну тут, конечно, мне кажется, дело в самом промпте. Ага, ну я вижу, вот он генерирует. Ну все понятно. Тут модель китайская. Сгенерировал мне китайскую подделку. Но что я хочу сказать? На этом этапе, в принципе, картинка становится гораздо лучше. Но результат, он все равно все еще неуправляемый. То есть вот мы вроде попросили сделать в стиле Apple, но представляли совсем себе другое. Ну, конечно, можно там переписать запрос, но по факту все равно не все будет идеально. И вот тут, мне кажется, самое время перейти к третьему варианту, ради которого я вообще в принципе решил записать этот урок. Это структурный промпт. Структурный промпт – это что вообще такое? Ну, если совсем коротко, то это способ разговаривать с моделью так, чтобы она тебя поднимала, а не додумывала за тебя. И перед тем, как лезть в детали, я хочу, чтобы вы понимали два базовых принципа, которые важно вообще держать в голове. Первый – это все, что стоит выше в запросе, то и важнее. Модель, она читает сверху вниз, и чем ниже атрибут, тем меньше он влияет на результат. Второй – это нужно фиксировать достаточно, чтобы модель не фантазировала, иначе она будет сама придумывать, что ей захочется. И для этого я собрал таблицу с 9 атрибутами. Вы ее сейчас видите на экране. Изначально она была описана в документации Qflux, но по факту работает почти для любой модели. Ну, может, кроме там Midjourney или Krea, там своя магия, и результат бывает вообще непредсказуемым. Но даже для них понимание структуры явно не помешает. Давайте пройдемся по каждому из атрибутов. Так, объект. Объект – это как основа основ. Чем точнее вы его опишете, тем лучше получится все остальное. И большинство тут ленится и сразу пишет что-то типа атмосферно, дорого, премиально. Но это как пытаться накачать бицепс, когда у тебя пузо висит. Сначала база, потом атмосфера. Что конкретно писать? Тут есть пример, вот тип объекта, форму, материал, фактуру, детали, кнопки, швы, элементы управления. Роман, конечно, писать не нужно, 2-3 слов вполне достаточно. Вот на экране есть 3 примера. Бежевые наушники из ткани, металлические в духе Apple и брутальные из титана. Тут видно сразу, как меняется ощущение только от описания материала. Ракурс. Это контроль над тем, как объект стоит в кадре. Висит, лежит, повернут, смотрит на нас, в анфас. Это все меняет восприятие кардинально. Хорошо, если вы знаете какие-то профессиональные термины. Ну, там, 3/4, анфас, профиль. Но если нет, то просто описывайте своими словами. Наклонено вправо, повернуто влево. Этого уже будет достаточно, чтобы модель вас понимала. Стиль – это визуальный язык изображения. Грубо говоря, будет ли это студийная фотография, какой-то рендер, техническая визуализация, графический набросок или что-то еще, это будет прямо влиять на целую картинку. Вообще его можно указывать прямо в начале запроса, если это сильно важно. Но если не очень, то все-таки лучше писать после
ракурса, но и лучше все-таки его вообще в принципе зафиксировать. Иначе и модель выберет стиль сама, и это может быть сюрпризом. Среда. Возможно, это, конечно, самый недооцененный атрибут, но у объекта должна быть какая-то поверхность, опора или пространство, в котором он находится. Иначе фон будет случайным и слабо управляемым. Просто написать темный фон вообще мало. Слов про фон мало, слов про объект много, и модель будет уделять фону минимум внимания. А тут чем точнее описание, тем предсказуемый результат. Свет – это вообще все. Серьезно. Без нормального освещения даже самый крутой объект будет выглядеть как наушники из перехода. Именно свет решает, будет ли металл выглядеть дорогим, а ткань какой-то мягкой или настоящей. Важно, чтобы освещение соответствовало контексту. Если вы сделали даже самый красивый фон, а главный объект он освещен как-то иначе, то он будет смотреться как вырезанная или вставленная картинка. Поэтому фиксируйте тип света, направление, жесткость, температуру. И вот я тут показываю 3 совершенно разных результата, и только за счет изменения положения освещения посмотрите, как меняется картинка. Камера. Камера, она нужна не ради понтов, а чтобы задать оптику восприятия. То есть буквально то, как будет выглядеть объект в кадре, насколько он будет резким, какая будет перспектива, будет ли у него какая-то глубина. Вот, например, 35 миллиметров – это чуть искаженная перспектива. 85 – это нейтральный точно. 100 миллиметров и выше – это уже идет акцент на фактуру, какие-то макродетали, и задний план уже уйдет в мягкое бока. На этом все об атрибутах, потому что, как мне кажется, первые 6 – это самые важные. 7, 8, 9, цвет настроения и прочее, они уже больше вторичны, но, конечно, могут дать финальный штрих. Не все модели с ними работают одинаково, что важно отметить. Но логику, я думаю, что вы уже уловили. Теперь давайте посмотрим на практике. Я буду собирать сцену прямо на экране, буду добавлять один атрибут за другим, и мы посмотрим, как каждый из них меняет изображение. Потом попробуем поменять отдельные атрибуты так, чтобы понять, как контролировать сцену в принципе и при этом сохранять какую-то консистентность. Так, поехали. Для начала найдем модель Gemini, добавим ее и добавим ей системный промпт. Тут я буду писать тебе русский текст, а твоя задача возвращать мне английский запрос, исправлять грамматические ошибки и исключительно строго то, что я тебе написал, и больше ничего. Параметры через запятую. Я задам этот запрос просто для того, чтобы мне было проще вам объяснять, писать на русском, а он будет его переводить на английский. Это будет понятнее и для модели, и для вас. То есть это просто такой оптимизационный ход, он не необходимый. Двигаемся дальше. Я добавлю превью. Текст — это просто нода, которая будет показывать то, что нам сгенерирует Gemini. И добавим модельку, куда этот промпт будет уходить. И добавим тоже превью картинки. Готово. Все, супер. Хорошо. Начнем с того, что в презентации я написал такую вещь, что в объекте нам нужно добавить максимум деталей, столько, сколько мы сможем написать. Соответственно, что мы сделаем? Я просто скопирую вот эту рыбу запроса, скажем так. Это тип, форма, материал, фактура, детали. И давайте попробуем одну за другим просто поменять. Я, значит, пишу наушники, полноразмерные, накладные, матовый пластик, гладкая кожа, сенсорное управление. И давайте попробуем что-то из этого сгенерировать. Вот мы уже видим, что у нас пришел ответ от модели Gemini. Он его просто передал в модель Qwen. И вот у нас на выходе есть такие наушники. Давайте попробуем что-то еще. То есть поменяем запрос немного.
Давайте я допишу. Студийные наушники, овальные чашки, матовая кожа и алюминий, круглые кнопки управления, матовый бежевый пластик. И посмотрим, что получится из этого. И действительно, сит у нас был зафиксирован, но мы видим, что у нас наушники уже бежевые, как я и просил. Есть алюминиевые детали, кожа. Модель за нас уже меньше деталей придумывает. Давайте зафиксируем параметры ракурса и положения. Что у нас тут есть? Такой же скелет промпта. Это положение, ракурс и поворот. И давайте что-нибудь напишем. Например, лежат на боку, крупный план, горизонтально. И посмотрим, как поменяется наше изображение. Ну, действительно, лежат на боку, крупный план, горизонтально лежат, все окей. Давайте еще какой-то вариант попробуем. Ну, например, парят в воздухе, вид снизу по диагонали. Что у нас получается? Ну да, такой уже более-менее продуктовый шот, скажем так. И я думаю, что мне этот результат нравится. Будем двигаться с ним дальше. Следующее – это жанр. Жанр давайте напишем, например, представлено в виде чертежа. Пусть это будет как карандашный набросок и только контур объекта. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну да, вроде похоже. Действительно есть какие-то контуры. Конечно, все еще фотореалистично, но тем не менее выглядит как карандашный набросок. Ладно, давайте вернем CGI рендер, фотореализм. Я думаю, этого достаточно. Продолжать будем с этим вариантом. И добавим какой-то контекст. В качестве опоры поверхности давайте для наглядности я добавлю что-то типа лесной мох на фоне деревьев на природе. И посмотрим, что получится. Как он это себе представит. Сколько там деталей будет. Ну вот, все, да, меняется. Также они висят. То есть также они из этого материала. Обратите внимание, что наушники, форма наушников, она в принципе консистентная. То есть они друг на друга, в общем-то, в процессе генерации за счет того, что я сит зафиксировал, похожи. Только теперь парят на фоне леса. Ну, давайте еще что-нибудь попробуем. Например, на фоне бархатной зеленой ткани. И в студии. Студия напишу. Ну вот, на фоне зеленой ткани. Давайте переделаем вот так вот. Напишем студийный фон из зеленой матовой шероховатой ткани без заломов. И лишнее уберем. Ну да, по-моему, гораздо лучше. Давайте двигаться дальше. Теперь добавим освещение. Посмотрим, что у нас получится. Тип света. Тип света пусть будет... Давайте пусть это будет неоновое освещение. Следующий пункт я просто пропущу. Значит, сила будет очень слабое освещение. Объект еле различим. И цвет фиолетовый и розовый. Так, ну уже неплохо. Уже видим, какие изменения у нас присутствуют. Давайте только, наверное, фон поменяем. Еле заметный, почти черный студийный фон. Ну да, так поприкольнее, по-моему, выглядит. Ну и давайте сделаем какой-то вариант, с которым мы будем продолжать. То есть, например, теплый золотистый свет, мягкий контровой сверху справа. Очень слабый объект, еле различим. Берем теплый золотистый свет от софтбокса, заполняющий. И смотрим. Ну и результат, соответственно, гораздо прикольнее получается. Согласитесь. Давайте еще добавим теперь параметры камеры. Пусть это будет крупный план, широкоугольный объектив, искаженная перспектива и высокая резкость. Посмотрим. Ну тут не думаю, что многое изменится. Хотя, конечно, я думаю, что на высоком качестве результаты соответствующие будут. Давайте попробуем и с этими параметрами тоже поиграться. Я напишу
снято на пленочную камеру Leica. И добавим какой-нибудь параметр типа крупное зерно, мягкий фокус. Есть какой-то намек на зерно. Такая фотография, не сказать, что она прям пленочная, конечно, но какой-то намек на нее определенно есть. Давайте еще попробуем какой-то параметр совсем бешеный. Ну, например, снято через мокрое стекло, капли воды и размытое изображение. Посмотрим, как вообще это сработает. Несмотря на то, что, кстати, параметры у нас в конце находятся. Опа. Ну да, тоже через стекло, все как просил. Капли воды есть. Правда, не размытая нифига, но можно и с этим поиграться, если будет желание. Ну и давайте какой-то финальный вариант тоже сделаем. Крупный план, объектив 105 мм, высокая резкость. Ну и сразу каких-то еще добавлю деталей. Ну типа глубокие тени, постельная гамма. И давайте вот уберем, сверху у нас был бежевый цвет зафиксирован. Так, студийный фон из матовой штриховой ткани. Окей. Давайте постельная гамма, зеленый и розовый, голубой. Вот у нас есть зеленый, есть голубой. И розовый, я так понимаю, тоже есть постельный такой слева. Ну, конечно, результат на любителя. Поэтому давайте, может быть, что-то более консервативное. Холодная зеленая гамма. Корпус из цвета... Давайте какой-нибудь хекс выберу. У меня вообще есть здесь оранжевый, чтобы это лучше бросалось в глаза, чтобы было более заметно. Давайте еще допишем, что это корпус и все пластиковые детали наушников тоже из этого цвета. Вот это уже совсем другое дело. Так, ну по всем атрибутам мы уже с вами прошлись. И напоследок, что бы я хотел? Я бы хотел еще показать, как работать с последним вариантом генерации. Это когда мы используем референсы. Давайте сделаем следующее. Я возьму изображение, которое мы сгенерировали, вставлю его сюда как референс. Теперь давайте создадим какую-то еще одну сцену. Молодая девушка в оливковой куртке, бомбере, длинные каштановые волосы, повернулась спиной к камере и смотрит влево через плечо. Спокойное выражение лица, кинематографичная уличная фотография. Обратите внимание, что я стараюсь писать по той структуре, которую мы только что с вами изучили. Дальше пишем реалистичный фэшн-шот, малая глубина резкости, легкий motion blur, оживленная городская площадь, ну и что еще? Прохожие на фоне, витрины магазинов, мягкий естественный пасмурный свет, приглушенный контраст, средний план, так, объектив 50 мм, размытый фон, приглушенная пленочная палитра, теплый оттенок кожи, без прямого взгляда в камеру, кинематографичное зерно. Так, еще что надо добавить из предоставленного референса. Окей. Теперь давайте сделаем следующее. Возьмем какую-нибудь модель, ну, типа Grok, например. Ставим промпт, ставим референс в эту модель. Ну и запустим. Я выберу вот этот Imagine Pro, чтобы вообще был максимум качества. И погнали. Ну да, вот у нас есть результат. Наушники на девушке. Освещение, обратите внимание, более-менее совпадает. Геометрия тоже совпадает. И вообще получилось, по-моему, довольно неплохо. Вот и все. На этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Надеюсь, что данная лекция была для вас полезной. Спасибо за просмотр. Все материалы, презентация будет на моем канале, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.